Привет, друг! Сегодня я хочу рассказать и показать один нестандартный способ фарма опыта боевого пропуска. Способ этот заключается в том, чтобы лутать прикопы. Да, ты не ослышался. Именно прикопы. Для этого есть одна очень хорошая локация. Если все сделать правильно, можно получить около 10 уровней в час, особо не напрягаясь. Но обо всем по порядку. Хей, сталкеры! У меня для вас отличная новость. На Сталкейс можно получить кучу доната для Сталкрафта, просто открывая кейсы. Например, кейс из новой коллекции StalCraft X за 49 рублей может окупить вас в 22 раза. Также есть бесплатный режим Art Hunt, который ты можешь активировать каждый час. В этом режиме можно бесплатно фармить баланс сайта, открывать мега-сундуки и получать крутое снаряжение. Вау! Я только что получил промокод на 12% к пополнению. У меня тут завалялся Ким Малахит. Я бы хотел его апгрейднуть до Севы. Итак, шансы у нас есть. Апгрейд. И получилось. Теперь я могу вывести 1010 сталкоинов прямо на баланс в StalCraft. Хочешь так же? Тогда переходи по ссылке в описании, забирай промо на плюс 10% и плюс 2 заряда в Art Hunt, а также бесплатный кейс, если ты впервые на сайте. Первым делом я бы хотел обозначить, на какой локации это делать лучше всего. И я скажу «кузня». По ходу ролика узнаете, почему именно кузня, а не что-то другое, вроде лабиринта. Итак, первым делом я взял с собой 3 схрона. Это прям обязательно нужно. По закупу я многого не брал, только для самозащиты. Единственное, я постоянно забываю покупать диспирол, так что его тоже рекомендую брать. Также нужно подготовить маршрут, по которому нужно будет лутаться. Я за долг, поэтому для меня лучшим вариантом будет вот эта территория. Вот как выглядит целая карта прикопов. Пользуйтесь кому нужно. Ну что же, я побежал. Первым делом я сразу ставлю схрон рядом с первыми постройками и местом, где я буду лутать прикопы. Сейчас мне повезло, что здесь союзный босс, и никто мешать мне не будет, поэтому я спокойно лутаю первую партию прикопов. После чего можно спокойно выложить в схрон и пойти дальше по маршруту. Естественно, не обходится без смертей союзников. В общем, ставлю второй схрон и иду по прикопчикам. Вот еще одно, кстати, лутное место. Обычно много сыпет. Складываю в очередной раз и ставлю последний схрон. Дальше просто лутаюсь на детских площадках и умираю. Я даже сначала не понял, что это человек, подумал, что бот. Иногда с новыми анимациями бывает сложно с первого раза отличить игрока от бота, если это где-то рядом со спотами людей. Ну, смерть так смерть. Все равно много у меня не было, так как схроны имба. На выходе встретил брачный период 2 NPC. Вы просто посмотрите, как глубоко он засовывает свой дрын в другого. Ну, это уже какое-то гейство. На второй попытке начался выброс. Очень не кстати, конечно, но ничего не поделать. Взял пару прикопчиков и пошел в укрытие. После чего спокойно долутал остальное и пошел дальше. Я просто себе бегал, фармил прикопы. По классике сзади пристроился какой-то гей, и я вернулся на базу. Третья попытка также началась с самого начала маршрута и до самого конца, так как мне особо не нужно было спешить лутать свой труп. По дороге встретил также кровососов.
у которых тоже был брачный период. Ох уж этот сезон спаривания, куда ни погляди. Везде то геи, то мутанты. Зона, что ж тут поделаешь? Аномальная зона. Дальше я просто лутался, забрал свой рюкзак и делал все то же, что и прежде. В общем, спустя еще некоторое время и парочки дешевых артов, я был готов к выносу. Позабирал схроны и по пути еще подлутал прикопы и вернулся на базу с 161 запечатанным опытом, что равно 4 уровням. По времени ушло на это дело чуть менее 40 минут. По деньгам тут и говорить ни о чем, так как это очень мало. Ну а я пошел на второй забег. Второй забег начался с того, что на любимом месте был босс Зевкаса, а патронов у меня особо не было много. Но выбора тоже особо не было, поэтому пришлось чистить. Почти со всеми разобрался и подлутал то, что смог, после чего пошел дальше. Ничего нового или примечательного тут не было, просто фарм прикопов. Ой, ну почему тебе нужно прийти, когда я просто на прикопах? Ладно, попытка номер 2. Ахаха, он написал спасибо за лут. Бро, какой лут? Ты что, на приколе? Там от силы на 50к максимум. Какой же он нищенка, раз радуется такому мусору. В общем, лутаю дальше прикопы. Потом чекаю труп, английский бро иксанул, поздравляю. Ну а я уже собирался на вынос. Позабирал все из схронов, подлутал остатки прикопов и вижу свой пак на аукционе. Ну я-то паки не выкупаю, так что мне до лампочки. Еще и цена за такой дешевый ресурс – просто грабеж. В общем, вынес я, и вышло у меня даже чуточку больше, чем в предыдущей ходке. А по времени на второй забег ушло 30 минут. Так что этот забег был более эффективным первого. Основная причина в том, что была всего одна смерть. Еще, пожалуй, кое-что напишу нашей нищенке. И на этом закончу забег. Ну а сейчас давайте подведем итоги всего произошедшего. Но прежде хочу сказать, что меня смотрят только 6% с подпиской, остальные 94% без подписки. Друзья, давайте изменим это соотношение хотя бы к 10% зрителей с подпиской. Если это случится в ближайшие 15 дней, я сделаю розыгрыш на 50 миллионов в конце этого месяца. Для вас ничего не стоит нажать кнопочку «Подписаться», а для меня это значит многое. Также буду рад вашим лайкам и комментариям под видео. Это позволяет лучше продвигать мои видео и развиваться этому каналу. Еще хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, где вы найдете актуальные новости по Сталкрафту, а также новости по выходу роликов и в целом по каналу. Плюс там я провожу розыгрыши. И еще у меня есть Бусти и Patreon, где видео выходят на день раньше, чем на Ютубе, и без рекламы. А теперь вернемся к результатам. В целом у меня вышло заработать 8 с почти половиной уровня за 70 минут на прикопах. Было бы, конечно, больше, если бы не конкуренция и не количество врагов. Конечно, это нельзя назвать безопасным способом, но он просто интересный. Я выбрал именно эту локацию.
так как на ней дают больше всего опыта за прикопы, да и количество вышеупомянутых тоже норм сыпет. Да, этот способ не прям самый прибыльный по опыту и деньгам, и у него есть ряд недостатков, таких как частые ПВП-стычки. Я не говорю, что это лучший способ, а просто показываю вам, что есть такая возможность и альтернатива классическому фарму. Так, а почему же все-таки не лабиринт? Тут все дело в том, что его понерфили и сыпят за прикопы там мало. А на других локациях тем более. Я также бегал там 70 минут, как на кузне. А в результате у меня вышло в 2 раза меньше опыта, учитывая еще и тот факт, что я там почти не умирал и бежать туда недалеко. В идеале на кузне можно делать 10 уровней за 1 час. Тут только все зависит от вашей удачи встретить противника. А на этой ноте я, пожалуй, закончу видео. Всем удачных выносов и пока!